Всем доброй ночи. Сейчас поздняя ночь. Вот луна спряталась за облаком. Ну, скоро еще выглянет, потому что там облако плавает вокруг. Луна скоро выйдет из облака. Ночной город. А я хочу поделиться с практиками одним интересным ритуалом. Но, как вы уже поняли, не все ритуалы я выставляю. Некоторые из них просто в таком рассказном варианте, как бы мной дарится вам. И под роликом, значит, потом выкладывается текст ритуала. Почему так делается? Потому что не все ритуалы, которые я показываю, в данный момент мне нужно их воспроизводить, да. В данный момент нет, например, нужды этот ритуал, который я хочу вам подарить, провести. Если помните, я как-то рассказывала об отречении от рода, который приносит бедствие. И я сказала, что это делается человеком только после работы практика. То есть практик сначала смотрит, определяет, что нужно делать, каким образом, нужно ли. Первую часть выполняет, а вторую часть делает сам человек. То есть сам лично отрекается от ненужного рода, который приносит ему страдания, отсекает от себя это ненужное и строит свою жизнь совершенно по-иному. Итак, в данный момент я хочу объяснить, о чем речь, и подарить практикам этот ритуал. Ритуал будет в течение дня выложен под ролик «Вызов черной госпожи». Что это за ритуал и что принесет практикам? Вы знаете, друзья мои, я очень много показывала различных видов наказаний, порч. Я объясняла, что это часть нашей работы. Те, которым кажется, что магия – это всего лишь такое, знаете, размахивание молитвословом, какие-то высокопарные слова о доброте, о сочувствии, о помощи людям и прочее, то ошибается. Магия и то, и другое, и третье, и пятое. Магия должна уметь и наказывать, она должна уметь и карать, и миловать, и помогать. То есть, не зная яд, не найдешь противоядие, да? Именно поэтому моя одна из книг так и называется «Яд и противоядие». Порча и их снятие. Очень необычная, уникальная книга, в которой очень много различных типов снятия. Иногда бывает, что человек практикует, но как бы знаний еще не хватает. И человек простой, даже не имея у себя такую книгу, может прийти к практикующему человеку и попросить снять с него вот именно по такой методике. Поэтому мои книги, которые для практиков, они для простого человека, знаете ли, очень нужная вещь. Естественно, не практиковать самим, а просто иметь дома на такой подобный случай, когда что-то подобное происходит в жизни, и есть человек, который владеет силой, но не знает, скажем так, более так ограничены у него знания, просто принести, сказать, вот здесь все описывается, сможете сделать по этой методике. И человек, который маломальски чем-то владеет, вполне может этим воспользоваться. То есть, а теперь о данном ритуале. На Кавказе есть поверье, что есть, то есть, такой дух некой черной ведьмы, которая из поколения в поколение живет в заброшенном замке и приходит на помощь колдунам, когда они вызывают ее душу для того, чтобы отомстить обидчикам. И что ее можно вызвать на любой точке мира. Главное знать, как правильно это делать, что нужно при этом пожертвовать, что нужно ей подарить,
и отправить эту силу в дом своих врагов. Если у вас война с кем-либо и постоянно на вас какие-то нападки, я имею в виду сильных людей, да, практикующих людей, не просто там какие-нибудь шавки, и вы понимаете, что очень долго длится подобная война, и просто никто из вас не хочет отступать и не собирается, то вызов черной госпожи просто расставить все по своим местам. Потому что это настолько разрушительная, сокрушительная сила, что, как говорят, знаете, значит, пусти ее вперед, да, и отойди. И отойди, и наблюдай, что там происходит. Страшные разрушения в этой семье, страшные потери, вплоть до смертей, пожаров и прочее, прочее, что угодно. И самое интересное, что полное разорение просто. Остановить ее потом невозможно. Поэтому те, которые возьмутся это сделать, они должны очень четко, долго думать. Вы не смотрите на всяких там, знаете, таких, как вам сказать, отходов, да, биомусор, который называет себя ведьмами и так далее. Потому что люди, которые своим примером показывают, что якобы они наводили порчу, а потом с теми же порченными там заводят дружбу, вы не смотрите на пример этих пустышек, потому что это люди, которые понятия не имеют о порче. Прежде чем делать порчу, ведьма задумывается об этом, думает, все мерит, все расставляет, обо всем очень тщательно продумывает и так далее. То есть это нереально портить, потом дружить с человеком, которого якобы портили. Даже если в шутку было сказано, что кого-то портишь, в любом случае, даже если допустить, что это было сказано не всерьез, в любом случае дружба с человеком, о котором ты вообще говорила, что ты портишь этого человека, уже говорит о том, что ты к магии не имеешь никакого отношения. Абсолютно. Поэтому, прежде чем что-либо делать, очень хорошо обдумайте, очень хорошо взвесьте это все. Потому что та сила, которая будет вами отправлена в эту семью, в этот род, даже в эту корпорацию, даже, знаете, конкурирующую фирму, эту силу не остановить. Она не остановится, пока полностью все не разрушит. Начиная от психики, заканчивая здоровьем, заканчивая еще чем-нибудь. То есть все, что возможно, забирает деньги, забирает здоровье, забирает любовь, забирает здоровые взаимоотношения в семье. В этой семье начинает царить полный мрак. И самое интересное, что снять это нереально и невозможно. Единственный выход, чтобы она ушла, это когда человек, скажем, осознает, извинится перед тем, кто это послал, если это профессионал и увидит, или если профессионал сможет помочь тем людям, которым ты это отправляешь. Если там увидят и скажут, объяснят, откуда это пришло, да, единственный выход – это извиниться, просить прощения. Тогда эта сила сама отходит. Но я очень мало знаю тех людей, которые, даже понимая, что они получают заслуженно, да, эту всю порчу и эти все катастрофы на свою голову, я мало знаю людей, которые настолько осознанны, что способны извиниться, просить прощения и отойти. Как правило, вот этим бараньим упорством идут до конца, пытаясь как-то себя спасти, пытаясь как-то это все снять, но это нереально. Еще один момент. Практик, который отправляет черную госпожу в семью или в жизнь врага, или в жизнь конкурентов, да хоть даже, знаете, как можно натравить на прокуратуру, которая тебе не дает житья, скажем, проверяет твои работы, дела, ни за что, ни про что, по чьей-то наводке или хочет, скажем, от тебя взять деньги. Даже в это учреждение, если направить, очень много там работников будут сняты с должности, потому что ты здесь совершенно ни при чем, они там найдут своих врагов, их будут проверять, их будут там шаманать, говоря на таком уличном, да, жаргоне, и перегрызутся там все, ты как бы просто будешь наблюдать со стороны. Так вот, практик, который это отправляет, эту силу, сам это снять не имеет права и не сможет. Так что имейте в виду, если вы вдруг решите, что достаточно, как вот помните, да, в сказке «Золотая антилопа»,
хватит, мне достаточно, вам это вернется. Вы не имеете права отправлять такую силу, даже секунду усомниться. Малейшее сомнение, и все это оборачивается против вас. Поэтому имейте в виду, это должна быть такая обдуманная вещь, такой обдуманный шаг, настолько все взвешено, настолько все за и против как бы расставлено, чтобы потом вы даже мысль не допускали эту силу отозвать или сказать достаточно. Потому что, смотря что эта сила там будет делать, вы даже знать не знаете. Очень может быть смерти детей, очень может быть арест, очень может быть потеря имущества, пожары, что угодно. Вот насколько их вина велика, настолько будет наказание великое. Если это люди, которые, просто там что-либо тебе сделали, может быть, обойдутся малой кровью. Следующий момент. В этом ритуале неважно, ты виноват или нет. Если в ритуале обращения к Немезиде ты должна была быть уверена 1000000%, что ты не виновата, если в обращении к Фемиде нужно знать, что ты просто на все 100% должен быть кристально чист, потому что это та богиня, то божество, которое накажет тебя, если ты не прав, да? Вот в этом отношении, то есть вызов черной госпожи, прав ты, не прав, не имеет никакого значения. Если ты отправляешься, эта сила считает, что значит тебя как-то задели, обидели, значит наказание заслужено. Поэтому не считает совершенно за вопросом, кто виноват, кто прав. Кто отправил первый, тот и прав, собственно говоря. А отправлять можете вы, потому что вы зрители моего канала. Еще раз говорю практикующим людям. Я устала предупреждать, когда мне пишут, что вот мы сделали такой-то ритуал, а вот у нас не получилось. Я говорю, это ритуал для практиков. Вы здесь при чем? Да, мы думали, что... А вы не думаете, пожалуйста. Вы прочитайте, внимательно слушайте, имейте терпение, имейте такт, имейте уважение к работам, имейте мозги. Прежде чем браться и делать, вы прослушайте это все. В конце концов, если у вас есть сомнения, спросите, а это для всех или для практикующих? Я вам отвечу. Но когда вы берете, сделаете такие вещи, которые практики-то не все смеют браться, у кого только, скажем так, грубо говоря, большой стаж работы, а вы имеете такую наглость взять и сделать, считая, что ну а что здесь такого, там же выставлено. Ну вот делайте, пеняйте на себя. Не спрашивайте после, потому что после последствия могут быть плачевные. Вас предупредили. Хотя хочу вам сказать, что силы, они разумны. Они просто так не берут, не наказывают. Могут дать по шапке, просто напугать и предупредить. Они видят, что человек неразумный, что человек не со зла, не специально это сделал, не из-за надменности или наглости, просто глуп. Вот взял и сделал. Поэтому еще раз предупреждаю, вот этот ритуал, он для практиков только. Я не буду сейчас называть эти слова, потому что, еще раз говорю, есть слова очень сильные. Иногда я просто вам показываю какие-то ритуалы, да, на благополучие, удачу, фарт. На следующий день меня заваливают заказами, просьбами и так далее. Я уж прям начинаю выгребать эти все заказы и как бы пересматривать, да, кому помочь, кому отказать. Хотя я не делала этот ритуал, я просто вам показала. Но эти слова, произнесенные, уже начали работать. Понимаете, дорогие друзья? Вот то же самое касается этих работ. Если мне сейчас в данный момент не нужно это отправлять вот прямо сегодня, я не хочу эти слова произносить вслух. Потому что оно получится, даже без ритуала получится, потому что чем старше ты становишься, чем больше ты живешь в этом ремесле, тем более огромной мощью, силой обладают твои слова. Поэтому сказанное слово, я иногда избегаю сказать слова, потому что оно сбывается. Потому что я даже сегодня разозлилась на человека, и за секунду он нечаянно себя облил кипятком. Точнее, кипящим кофе, понимаете? И язык мой, враг мой. То есть вот в этом случае нужно быть очень осторожным. Поэтому, естественно, что такой ритуал, такой мощи, такой силы ритуал, не хочется произносить эти слова, а просто я выложу под роликом. Еще раз повторяю, что это та сила, которую вы обратно не вернете, если вы отправили. Будьте уверены, что человек заслуживает этого. С другой стороны, заслуживает нет, если вы отправили, считается, что значит заслужил, потому что просто так
вы бы не отправили. Эта сила не считается со справедливостью или несправедливостью. Кто первым отправил, тот и прав, тот и шустрый. Далее. Отозвать вы эту силу не имеете права. Единственный выход, чтобы эта сила сама по себе ушла из жизни, из рода тех людей, которые будет разрушать, и даже из той структуры, и откуда угодно, да, куда вы посылаете эту силу для разрушения. Это разрушительная сила, по сути. Единственный их выход – это извиниться. Но на моей памяти еще не было ни одного недостойного, ни одного подлого человека, который бы осознал и извинился. На то он и подлый, чтобы быть подлым. Если бы он имел способность извиниться и осознать свою ошибку, да, то этих подлостей бы не натворил. А раз человек творит эти подлости, иногда есть люди, которые в упор, просто вот умирая, уже погибая, уже подыхая, в любом случае пытаются укусить, сделать гадость, написать гадость. И чем хуже им становится, тем хуже и страшнее, и злее они становятся, начинает еще больше сыпать там всякими грязными смс, гадостями, там, угрозами и так далее, но никогда в голову не приходит извиниться. Хотя они прекрасно видят, что их жизнь просто катится в какую-то бездну черную, что их жизнь ломается, что это какая-то некая катастрофа в жизни, потому что если человеку хорошо, если человек доволен собой, жизнью, если он самодостаточная личность, согласитесь, что человек не будет сидеть, строчить какие-то гадости, какие-то гадкие грязные смс. Согласны? Если человек это пишет, это значит, что им очень хреново. Но в голову этому человеку никогда не придет извиниться, остановиться, обдумать, понять и признать свою неправоту. Поэтому боюсь, что навряд ли отправленная черная госпожа остановится когда-нибудь, потому что люди пока глупы, этот дух будет их наказывать. Итак, я передам Яне вместе с объяснением, она наберет этот текст и в течение дня выложит. А пока вы обдумайте хорошо, насколько это вам нужно. Там будет все объяснено, что нужно принести, какие жертвы, что и так далее. Это уже все будет сказано в объяснении ритуала и именно в самом тексте ритуала. Всем удачи, всех благ и никогда не прощайте подлых людей, потому что если вы прощаете подлых людей, вы приумножаете зло на этой земле, а значит, вы творите зло. Прощая злу, вы приумножаете это зло, вы даете возможность этому злу повториться еще с другими людьми. Наказывайте зло на месте, и тогда оно не распространится. Это и будет ваше доброе деяние. Всем удачи!